На 87-й церемонии вручения премии «Оскар», состоявшейся 22 февраля 2015 года, приз за лучшую картину года получил фильм «Бёрдман». Кто-то может согласиться с выбором киноакадемиков, кто-то нет, но все сходятся в одном – конкуренция была серьезной. Еще бы, ведь одним из главных фильмов года был «Отель Гранд Будапешт» техасского режиссера Уэса Андерсона. И эта лента наполнена таким количеством деталей, такими прекрасными диалогами, такой чудесной атмосферой, что никто не смог остаться равнодушным. Уэс стал одним из главных лиц мирового независимого кино. Он обладает своим уникальным стилем повествования. Несмотря на то, что все его фильмы характеризуются как комедии, они содержат в себе также и печальные мотивы, затрагивая такие темы, как отчуждение, неуверенность в себе, семейные ценности и дружба. Но после просмотра его фильма гарантированы положительные эмоции. Уже с раннего возраста будущий режиссер воплощал свои начинания с помощью 8-мм камеры Супер, снимая на нее своих братьев. Родители Андерсона развелись, когда тому было 8 лет. Позднее он говорил, что это событие повлияло на его дальнейшие работы. Уэс погружался с головой в литературу и мечтал о карьере писателя, но все же кино увлекало его больше. В 1989 году Андерсон во время учебы в Техасском университете в Остине на факультете философии встретил своего единомышленника и будущего соавтора Оуэна Уилсона. Общая страсть к сочинительству и кинематографу сблизила студентов. В это время Андерсон все так же увлекался литературой и даже совместно с Уилсоном написал несколько небольших пьес. Именно эти пьесы постепенно переросли в его первый фильм «Бутылочная ракета». В создании ленты также принял участие и брат Оуэна, Люк Уилсон. Это история о друзьях, которые, пересмотрев сериал «Старский Хатч», решают стать грабителями. Совершенно случайно 12-минутная пленка попала на Санденс, где ее посмотрел продюсер Джеймс Л. Брукс, выделивший 5 миллионов на создание полнометражного фильма. Проект провалился в прокате, собрав лишь $1 миллион, но Андерсон сумел привлечь к себе внимание многих критиков. Им даже заинтересовался Мартин Скорсезе, один из любимых режиссеров Андерсона. И последний потом признавался, что просмотр «Злых улиц» оказал огромное влияние на выбор занятия. У Уэса Андерсона особый талант. Он восхитительно умеет передавать простые радости человеческих отношений. Подобное тонкое чутье крайне редко в кино. Мартин Скорсезе. В 1998 году Андерсон и Уилсон, снискав себе некоторую славу и авторитет, приступают к созданию новой эксцентричной трагикомедии «Академия Рашмор». На самом деле замысел фильма родился еще задолго до «Бутылочной ракеты». Друзья всегда хотели снять ленту, действие которой происходило бы в элитной школе. В центре сюжета находится студент Макс Фишер, который влюбляется в молодую учительницу, но у него появляется соперник в лице влиятельного промышленника Хермана Блюма. В этом фильме Андерсон принялся оттачивать свой типично андерсоновский стиль, который еще не был достаточно выработан в его дебюте. Фильм снова стал неудачей в прокате. При бюджете в 20 миллионов он сумел собрать лишь 17, даже несмотря на участие Билла Мюррея, популярного комика, который смог бы привлечь в кинотеатре необходимую аудиторию. Но не беда, Андерсон всегда снимает кино, которое принято называть кино не для всех. К тому же Мюррей и Шварцман с удовольствием продолжают участвовать в его работах. В Академии Рашмор Уэс Андерсон обогащает фильм мелкими деталями и особенностями. Так, например, он сумел отдать дань уважения своему любимому фотографу, французу Жаку Анри Лартигу. Есть небольшая пасхалка. В одной сцене позади Макса Фишера висят снимки Лартига. Также есть кадр, который точь-в-точь повторяет известную фотографию француза. Уэс никогда не посещал киношколы. Все выводы и знания, помогающие ему в съемках фильмов, были сделаны и получены в процессе просмотра картин других режиссеров. Мартин Скорсезе в каком-то плане был учителем для Уэса Андерсона, оказавшим на него сильное влияние. Но не одним Скорсезе един кинематограф. Кто же еще был кумиром для Андерсона? Суровый американец, въедливый перфекционист, фотограф, человек, пресекавший любые импровизации на съемочной площадке. Стэнли Кубрик. Именно от него начинающий творец перенял такое внимание к деталям и любовное отношение к мелочам, а также и то, что симметрия в кадре — это здорово, выглядит красиво и отлично вписывается в общий настрой его картин. Вот что сам Андерсон говорит об одном из своих любимых режиссеров. Если вы меня спросите, какой режиссер служит мне образцом, причем не только в кино, но и в жизни, то, как ни странно, это Стэнли Кубрик. У него под контролем была каждая мельчайшая деталь. Он снимал только то, что хотел. Он создал систему, которая необходима в условиях, когда надо следить одновременно за многими вещами. Конечно, мне на ум приходит «Заводной апельсин», эталонный фильм Кубрика. Это такое тщательно продуманное, выстроенное кино, мир которого никогда не встречался на экране ранее. Наступает 2001 год.
Неутомимые Уэс Андерсон и Оуэн Уилсон снова берутся за работу. Они сочиняют историю об эдакой dysfunctional семье Тененбаум, члены которой находятся далеко не в лучшем состоянии. Марго пребывает в творческом кризисе, Чес не может оправиться после смерти жены, а Ричи влюблен в сводную сестру и скрывает этот факт ото всех. В определенный момент выясняется, что отец семейства смертельно болен. Потому сейчас как никогда семья нуждается в воссоединении. Этот фильм окончательно укрепил Андерсона как независимого режиссера и возвел в абсолют его художественные приемы. Лента похожа на книгу или даже скорее на одну из пьес Марго. Дом является сценой, на которой выходят актеры и начинают представление. Уэсу Андерсону удалось собрать замечательный актерский состав. Гвинет Пэлтроу, Бен Стиллер, вездесущий Оуэн Уилсон, Дэнни Гловер, Анжелика Хьюстон и Джин Хэнкман в роли главы семейства Тененбаум. Все они показывают, что семья – вещь, в общем-то, неплохая. Люди, которые в связи с различными жизненными перипетиями стали словно чужие друг другу, смогли вновь сродниться и сблизиться. А после просмотра и сам зритель ощущает себя немного Тененбаумом, вновь познавшим покой после периода скитаний и отчуждения. Семейка Тененбаум номинировалась на разные награды, но взяла только «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Фильм вполне успешно вышел в прокат и получил признание критиков. Судьба героини Анжелики Хьюстон в некотором роде повторяет судьбу матери режиссера. После развода с мужем она становится археологом. Сам Уэс признается, что на этот его фильм повлиял Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Что заставило меня снять этот фильм? Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Знаете, ведь все его рассказы про аутсайдеров, которые постепенно превращаются в одержимых. После успеха семейки Тененбаум Уэс был в состоянии получить больший бюджет для своего следующего фильма «Водная жизнь». Морской исследователь Стив Зису, роль которого исполняет известный актер Билл Мюррей, собирает команду, чтобы поймать ранее невиданное существо. Вместе с командой Стив отправляется в далекий подводный мир, дабы воздать твари за все ее грехи. Сам Зису является отражением еще одного героя для Андерсона, знаменитого исследователя Жака Ив Кусто, который посвятил большую часть своей жизни изучению Мирового океана. Красные шапочки команды Стива очень непрозрачно на это намекают. Фильм снимался вживую, но почти все существа были анимированы с помощью компьютерной графики. Картина является некой пародией на произведение «Моби Дик» Германа Мелвилла, но, к сожалению, она получила смешанные отзывы от критиков. Зато традиционно Уэс снабдил этот фильм потрясающим саундтреком от его постоянного композитора Марка Мазерсбо. Каст фильма по традиции состоял из плеяды отличных актеров, многие из которых уже давно работают с Андерсоном. Из новичков тут Уильям Дефо, Кейт Бланшетт и Майкл Гэмбон. Но и они без труда смогли найти с режиссером общий язык. Все, кто когда-либо работал с Андерсоном, говорят, что он очень приятен в общении и любезен. Оуэн Уилсон к тому времени стал уже вполне состоявшейся звездой, поэтому на написание сценария фильма у него не хватило времени. Но Уэс работал над сюжетом совместно с Ноа Баумбахом, и стиль которого крайне близок к нашему герою. Вот что значит находить близких себе по духу людей. Сочинять фильмы в одиночку не по мне. Когда мы писали «Водную жизнь», то встречались с Ноа каждый день в кафе перед ланчем и сидели там часов по 6 до ужина. Доводили друг друга до колик от смеха. Так и родился сценарий. Если человек талантлив, то он талантлив во всем. Это крылатое выражение вполне можно применить и к Уэсу Андерсону. Действительно, помимо съемок полнометражных картин, он также пробовал себя и на телевидении, и в области дизайна. На счету Андерсона числится порядка 10 рекламных роликов. Каждому из них он сумел придать особый, присущий только ему шарм, наполнив удивительной и узнаваемой атмосферой. Например, серия роликов «Прада Кэнди», созданная совместно с его другом и соратником Романом Копполой, отсылает к французским фильмам 60-х к эпохе новой волны. Андерсон, который сам является огромным фанатом французского кинематографа тех лет, наполнил несколько минут своего ролика той же легкостью, что была у Франсуа Трюфо, Жана-Люка Годара, Клода Шаброля. Кстати, в рекламе снималась Леа Сейду в роли парижанки Канди, позднее появившаяся в небольшой роли в отеле Гранд Будапешт. Еще известным телевизионным роликом является рассказ Уэса о том, что нужно делать на съемках. Он проходит через всю площадку, попутно раздавая указания, отвечая на вопросы и рассказывая, чем же он занимается. На деле это лишь реклама American Express, но и тут Андерсон сумел привнести свой необычный юмор и показать все происходящее в фирменном для него ключе. А совсем недавно Андерсон помог украсить кафе в Милане, сделав его одной большой декорацией к своим фильмам. Этот небольшой ресторанчик теперь укутан в постельные тона. У стены стоит винтажный музыкальный автомат, а на салфетках и рубашках официантов вышито розовыми буквами «Бар Люце».
Следующим проектом Уэса является «Поезд на Дарджилинг». Мартин Скорсезе как-то назвал режиссера следующим Мартином Скорсезе в интервью Esquire, а также назвал «Бутылочную ракету» одним из лучших фильмов 90-х. Скорсезе посоветовал ему посетить Индию, чтобы именно она стала местом действия нового фильма Уэса. Этот фильм о трех братьях в исполнении Джейсона Шварцмана, Оуэна Уилсона и Эдриана Броди, которые по случайности попали в поезд, направляющийся в Индию. В этом приключении они пройдут через ругань и драки, путешествия по пустыне и, главное, смогут обрести душевное равновесие в конце своего непредсказуемого пути. Андерсон был очарован этой страной. Причиной страсти послужили фильмы Сатьяджита Рая и кинолента Жана Ренуара «Река». Кстати, показ отреставрированной копии этого фильма представлял сам Скорсезе. Так постепенно в голове Уэса складывалась картина того, как правильно воплотить свою задумку в жизнь. Дополнительным штрихом послужила поездка в экзотическую страну, чтобы подыскать место для съемок и пропитаться антуражем. Мы решили, что каждый из братьев должен иметь какой-то талисман, будь то шкатулка или пара очков, напоминавший им о доме. Когда отправляешься в дальнее путешествие, хорошо иметь рядом знакомые вещи. К сожалению, этот фильм, как и «Водная жизнь», получил смешанные отзывы от критиков, хотя и претендовал на статус лучшего артхаусного кино 2007 года. Работа над следующим проектом Уэса Андерсона оказалась более трудной и нестандартной. Режиссер взялся экранизировать книгу Роальда Даля «Бесподобный мистер Фокс», повествующую о приключениях одного хитрого и харизматичного лиса. Андерсону очень нравились произведения Даля, поэтому он с радостью согласился работать над фильмом. Изначально проект принадлежал другому режиссеру, известному своим увлечением анимацией – Генри Селику. Селик снял замечательный «Кошмар перед Рождеством», почести за который достались Тиму Бёртону, и «Джеймс и гигантский персик» по книге все того же Роальда Даля. Оба фильма были кукольными. Также он сотрудничал с Уэсом при съемках «Водной жизни», как аниматор. Но Селик ушел с поста, чтобы заняться «Каролиной в стране кошмаров», поэтому в кресло сел Андерсон. Он продолжил дело своего знакомого и решил сделать из Фокса мультфильм. Причем опять с использованием технологии стоп-моушен, то есть снимать кукол и анимировать их по кадровой анимации. Несмотря на такую смену формата, история все равно наполнена типичным духом Андерсона. Хитрый лис в пиджаке, как у самого режиссера, авантюрные ограбления, снова Билл Мюррей. В этот раз он примерил на себя шкуру мистера Барсука. И в очередной раз наш герой собрал в одном фильме замечательных актеров, чтобы они могли вжиться в шкуру его персонажей. На этот раз вполне буквально. Здесь Джордж Клуни — это сам мистер Фокс, а его жена Мэрил Стрип. При озвучке все здорово повеселились. Джейсон Шварцман, озвучивший Эша Фокса, говорит: «На съемках «Бесподобного мистера Фокса» мы все жили на ферме и разыгрывали сценарий под деревом в саду. Билл Мюррей изображал волка, а мы с Джорджем Клуни бегали кругами и рыли землю. Это незабываемо». Следующий фильм «Королевство полной луны» получил положительные отзывы критиков и был номинирован на Оскар, а также Золотой глобус как лучшая комедия года. История начинается с Сэма Шакаси, умелого бойскаута, но изгоя среди своего отряда. Сэм влюблен в Сьюзи, немного неуравновешенную девочку, с которой они собираются сбежать от взрослых, чтобы быть вместе. Впереди ждут незабываемые приключения, романтика и танцы у костра. В актерском составе присутствует молодая пара Кара Хейворд и Джаред Гилман, известные актеры Эдвард Нортон и Брюс Уиллис, а также знакомые нам по участию в других фильмах Уэса Билл Мюррей и Джейсон Шварцман. Уэс сам признался, что фильм был наполнен французским сентиментализмом. Его не раз спрашивали, есть ли в этой работе что-то из его личного жизненного опыта, на что он уклончиво отвечал рассказами о том, что фильм скорее можно и нужно считать воспоминаниями о его подростковых эмоциональных фантазиях. Вообще у фильма есть несколько историй помимо истории о беглецах. Тут и несчастный брак родителей девочки, и сама Америка в эпоху 60-х. Андерсон называет то время концом эпохи невинности. Уже звучат первые аккорды рок-н-ролла, которые спустя пару лет будут греметь повсюду. Кстати, Уэс, как настоящий меломан, собрал удивительную подборку композиций. От Франсуазы Арди до Хэнка Уильямса и Кэта Стивенса. Интересный факт. Когда у режиссера не было идей для места съемок, он использовал карты Google Earth. Как известно, Уэс Андерсон предпочитает работать над фильмом с людьми, которых он хорошо знает. За годы его творчества у него сложилась постоянная команда, с которой он себя комфортно чувствует. Это касается оператора Роберта Йомана, стоявшего за камерой на всех фильмах режиссера, композиторов Марка Мазерсбо и Александра Депла, постоянных соавторов Оуэна Уилсона и Ноа Баумбаха. Но зрителю такое крепкое сотрудничество больше всего бросается в глаза при виде списка актеров, игравших в картинах Андерсона. Сами посудите. Джейсон Шварцман принял участие в 4 фильмах, и это только полнометражные. Билл Мюррей во всех, кроме «Бутылочной ракеты». Оуэн Уилсон, как актер, в 6. Актриса Анжелика Хьюстон также играла в 3 фильмах. Новички в его фильмах, но профессионалы в кино, Эдвард Нортон и Эдриан Броди, снимались в 2 его фильмах. Актерский состав в его фильмах всегда узнаваем, а актеры играют роль так, как надо. Об этом фильме, скорее всего, вы и сами знаете.
Еще бы, ведь о нем было сказано в самом начале видео. Ну и он считается самым известным фильмом Андерсона. «Отель Гранд Будапешт». Картина и 4 Оскара с собой прихватила и «Золотой глобус». И ведь это не случайно. Приключения портье Зера Мустафы и консьержа Густава в вымышленной стране Зубровка, очень похожей на Центральную Европу, показали нам мир между двумя мировыми войнами. Ленту можно считать данью уважения произведением Стефана Цвейга. Но Андерсон не был бы Андерсоном, если бы не привнес сюда свои привычные детали. Пастельно-розовые цвета, букет ярких персонажей и эксцентричность. Кстати, Уэс придумал забавную вещь, которая помогает зрителю разобраться в происходящем. У фильма немного сложная временная структура. Флэшбэк во флэшбэке из рассказа. Он снял фильм в 3 различных соотношениях сторон. 1:33 к 1, 1:85 к 1 и 2:35 к 1, которые соответствуют 3 различным отрезкам времени. В общем, много говорить про этот фильм мы не будем. Лучше сами окунитесь в эту неповторимую атмосферу отеля и познакомьтесь с его обитателями. Стиль Уэса очень узнаваем. Симметрия в кадре, богатая цветовая палитра фильма, трогательный саундтрек, главные герои, которым сложно вместиться в рамки привычного нам мира. Поэтому неудивительно, что режиссера часто пародируют и подшучивают над особенностями его картин. Впрочем, это не страшно, если пародия действительно смешная и удачная. SNL, например, сделали отличный ролик про то, как бы Андерсон поработал в жанре ужасов. Он называется The Midnight Couturier of Sinister Intruders. Если не видели, то обязательно посмотрите. Также есть пародии от простых любителей творчества режиссера, которые снимают ради удовольствия. Часто они задаются вопросом, как бы выглядел фильм о супергероях, если бы он был снят Андерсоном. Так появились ролики с говорящими названиями What if Wes Anderson directed X-Men от Патрика Уильямса и Wes Anderson's Spider-Man от Джеффа Лоунеса. Еще есть короткие видео, где авторы размышляют, как выглядело бы какое-то событие в руках разных киноделов. Попал туда и Уэс. Это, например, The Authors of Christmas и If Filmmakers Directed the Super Bowl. Там можно посмотреть на версии от Кубрика, Тарантино, Линча, Херцога и, конечно же, Уэса. А недавно Стив Рамсден заметил поразительное сходство съемок у «Сияния» и «Отель Гранд Будапешт» и умело смонтировал это в один ролик. Уэс Андерсон's The Shining. Не обошли вниманием и великую космическую сагу и пофантазировали, каким мог быть 7-й эпизод «Звездных войн» в исполнении Андерсона. Уэс Андерсон Presents Star Wars Force Awakens трейлер от Джона Фейнголда и Уэс Андерсон Star Wars Episode 7 Audition Tape показан на ток-шоу Конан. Выходит просто отлично и весело. Пусть кинолюбители и дальше снимают смешные и остроумные ролики. Таким образом, мы подходим к концу экскурса касаемо творчества независимого режиссера и сценариста в одном лице Уэса Андерсона. За свою не очень долгую и неоднородную карьеру Уэс сумел заработать себе имя и оказать огромное влияние на умы и культуру целого поколения, став неотъемлемой частью современного кинематографа. И не только, ведь вряд ли удастся сосчитать всех молодых творцов, вдохновившихся работами Андерсона. Он продолжает понемногу приоткрывать для нас дверку в его волшебный, трогательный, иногда грустный, не боящийся быть слегка комичным и уникальный мир.